Всем привет! Сегодня я хочу показать вам рецепт шоколадно-блинного тортика с кремом из маскарпоне и малиной. Нужно немного времени, чтобы приготовить блины, но потом, когда все слои собраны, и вы разрезаете торт, и видно все эти слои и крем, это так вкусно, и определенно стоит потраченного времени на его приготовление. А сейчас давайте приготовим блины. Итак, возьмите 6 яиц и 470 мл молока, 120 мл воды, 80 грамм топленого масла, 155 грамм муки, 35 грамм сахара и 40 грамм какао. Первым делом смешиваем яйца с сахаром. Очень важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры, потому что мы будем добавлять растопленное сливочное масло, которое может свернуться в комочки от холода. Рецепт также оставлю в описании к видео. Теперь добавляю молоко, растопленное в микроволновке масло и воду. Какао и муку просеиваю вместе и добавляю частями, чтобы не образовалось комочков. Сегодня я готовлю маленький тортик, потому я взяла сковородку диаметром 14 см. Рецепты для стандартной сковородки вы также найдете внизу под видео. Жарятся блинчики примерно по 1-2 минутки с каждой стороны, а переворачиваем их, когда поверхность становится матовой. Перед тем, как перемазывать блины кремом, им лучше полностью остыть. Приготовим масляно-сливочный крем. Беру 200 мл жирных сливок и взбиваю их 60 граммами сахарной пудры до мягких пиков. Главное не перебить. Один стакан малины измельчаю в блендере. На этом этапе в крем можно добавить 150 грамм сливочного сыра, либо творога. Он придаст пышность и сделает крем более устойчивым. Малину протираю через сито, чтобы в крем не попали косточки. Теперь нужно все аккуратно смешать. Долго желательно не вмешивать, чтобы не перебить сливки. Давайте теперь собирать тортик. Мои блинчики постояли в холодильнике и полностью остыли. На каждый слой у меня идет примерно от 2 до 3 ложек крема. Распределяем его равномерно, промазывая все края, чтобы тортик получился без горбиков. И так повторяем с каждым слоем. В конце можно прижать тарелкой. Теперь он точно будет ровный. Украсив ягодами, торт можно подавать к столу. Или дать ему еще немного настояться. А можно украсить шоколадным бортиком. Я сейчас вам покажу, как это делается. Для начала нужно выровнять бока торта масляным кремом или кремом ганаш. Я использую масляный крем со сгущенкой. 150 грамм взбитого размягченного масла
я смешала с 80 граммами сгущенки. Такой крем хорошо держит форму и спрячет все неровности. Когда первый слой крема начнет тянуться за шпателем, торт лучше охладить и затем покрыть вторым слоем крема. Выровняв поверхность, можно приступать к украшению торта шоколадным кружевом. Здесь у меня 100 грамм белого шоколада. Я его буду окрашивать пищевым гелевым красителем. Растапливаем шоколад на водяной бане или в микроволновке по 5 секунд. Не забывайте постоянно перемешивать его, он должен получиться блестящий и гладкий. Если образовались крупинки, значит шоколад перегрелся. Добавляю немного красителя. Если шоколад успел загустеть, его можно отправить в микроволновку еще на 5 секунд. Теперь я беру 2 полоски пергаментной бумаги. На первую мы будем наносить шоколад, и она должна быть на пару сантиметров выше и длиннее, чем высота и окружность торта, а вторая для удобства. Наносим шоколадом произвольный рисунок. Я специально сместила его таким образом, чтобы верх кружева не доставал до края тоненькой полоски, а низ выходил за ее пределы. Таким образом, низ будет идеально ровным, а вверху аккуратные петельки. Нанесите несколько слоев шоколада, чтобы узор был плотнее и элементы не откалывались при переносе на торт. На холодном столе шоколад быстро остывает, и если он потерял свой блеск, рисунок можно переносить на торт. Аккуратно переносим шоколадную ленту. Если узор потерял свою пластичность, его можно немного подогреть феном. Совсем легонько прижимаю кружево руками к поверхности торта. Не снимая ленты, отправляем торт в холодильник на пару минут. На этот раз ленту снимаю раньше, так как шоколад уже успел остыть. Верх торта можно украсить по вашему желанию – кремом, ягодами или свечами, а я украшу конфетами. Вот так обычные блинчики можно превратить в настоящий торт. Это отличный вариант сладкого стола на любой праздник или вкусный подарок на день рождения. Особенно такой тортик понравится деткам. Давайте посмотрим, как выглядит торт в разрезе. Мне нравится сочетание сливочного крема с шоколадными блинами. Хорошо видно все слои, и малина выгодно подчеркивает шоколадный вкус. И делает торт совсем не приторным. Обязательно попробуйте приготовить блинный торт. А своими вкусностями делитесь в группе ВКонтакте. Смотрите также карамельный чизкейк без выпечки и полный видеорецепт шоколадного тортика. Не забываем ставить пальчики вверх и подписаться на новые рецепты. Пока-пока!